Если вы возьмете денежную купюру Советского Союза и внимательно посмотрите на нее, то заметите, что на ней написано, что это билет Государственного банка. На современных же деньгах пишется просто билет Банка России. На советских купюрах также указывалось, что банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка. На современных купюрах вообще про обеспечение ничего не сказано. На советских деньгах также размещался герб страны. На современных рублях России не герб, а просто двуглавый орел, похожий на герб Временного правительства 1917 года. И многих граждан интересует вопрос, почему на российских рублях нет российского герба. И этот вопрос даже задавали Путину, на что он ответил, что якобы не знает. Очень волнует важный вопрос, когда на российских купюрах появится герб Российской Федерации? Когда на российских купюрах, на бумажных купюрах? Ну, это Центральный банк решает в соответствии с законом Российской Федерации. Не задумывался над этим, но подумаем. В 2016 году на деньгах начал появляться герб России, что создало еще больше вопросов. Меня тоже интересовал этот вопрос. И тут недавно появляется информация, что якобы России нельзя было печатать герб на своих деньгах, потому что после поражения в холодной войне Горбачев подписал акт о капитуляции. И все это зафиксировали официально. И якобы этот договор сроком 25 лет. И вот после капитуляции СССР в 1991 году, через 25 лет, договор прекратил свое существование, и Россия якобы может размещать свой герб на рублях. Ну а теперь как все выглядит на самом деле. Да, СССР потерпел поражение в холодной войне в результате предательства партийной элиты. Горбачев со своей командой сдавал страну постепенно, и в декабре 1989 года на Мальтийской встрече сдал с потрохами СССР и союзников. Но официальных документов никаких подписано не было, тем более акта о капитуляции. Нет, конечно, акт о капитуляции, возможно, и существует, но очень хорошо засекречен. То есть официально на данный момент подобных документов в открытом доступе нет. Особенно с такой уточняющей информацией, что капитуляция на 25 лет. Если бы акт о капитуляции был бы в открытом доступе, то о нем бы знали все. Это бы, наверное, входило в школьную программу. А пока проигрыш СССР в холодной войне выглядит просто как сдача своих позиций руководством СССР. Но после поражения в холодной войне Советский Союз получил все сопутствующие атрибуты пораженной страны. Это оккупацию, сейчас войска НАТО находятся на территории бывшего СССР. Выплата контрибуций, стоит только вспомнить урановую сделку. Сейчас все активы СССР находятся в западной юрисдикции, то есть в офшорных зонах. Ну и, наконец, внешнее управление. Россия сейчас управляется извне, среди прочего, через Конституцию, написанную по диктовку западных советников. Анализируя происходящее, вывод один. Россия – это осколок страны, которая потерпела поражение в холодной войне. Естественно, победитель взял под контроль и печатный станок денег пораженной страны. Наш Центральный банк работает в интересах США и Европы. Центральный банк Российской Федерации на самом деле это филиал ФРС. Центральный банк Российской Федерации это даже не центральный банк, это валютное управление. Есть такое понятие currency board. Это фактически валютный обменник. Валютный обменник. Денег в экономике ровно столько, сколько валюты в резервах. Зная эти факты, вроде все встает на свои места. Почему на наших деньгах нет герба, нет слова «государственный» и тому подобное. Теперь конкретика. Начнем с герба. По заявлению самого Центрального банка, это не герб Временного правительства, это рисунок русского художника Ивана Билибина. Иван Билибин был книжным иллюстратором. Наверное, самые известные произведения Билибина – это иллюстрации для русских сказок. Так вот, герб Временного правительства 1917 года и двуглавый орел Центрального банка – это якобы разные произведения одного автора Билибина, по заявлению Центрального банка. И в чем именно отличие, Центральный банк не уточняет. Почему вообще на деньгах размещается герб Временного правительства, а не герб Российской Федерации? Во-первых, как сказал Путин, что рисовать на деньгах России это решает Центральный банк. Наш Центральный банк по Конституции России независимая структура и ни правительству, ни президенту не подчиняется в своей деятельности. Во-вторых, Центральный банк выбирал свою символику в 1992 году, когда еще не был утвержден современный герб. И чисто теоретически они могли бы даже герб Соединенных Штатов Америки себе выбрать. Так, кстати, было бы честнее.
Ну а почему же с 2016 года на монетах появился герб России? Официально причину никто не заявляет. Вообще, если ссылаться на законодательство России, то Центральный банк мог бы изображать на своих деньгах герб России еще с 2000 года. Так что то, что Центральный банк не мог этого сделать якобы из-за акта о капитуляции, то это неправда. По словам некоторых патриотов, якобы герб России на деньгах появился из-за того, что в Центральном банке работают национально настроенные люди. Но лично я в этом никакую пользу не вижу. Это никак не влияет на денежно-кредитную политику. Это вообще никак ни на что не влияет в позитивном смысле. И наоборот, только усыпляет граждан. Вот если бы эти патриотично настроенные люди в Центральном банке нарисовали на деньгах герб США, то это было бы в миллион раз лучше. Потому что люди хоть бы проснулись. А так наоборот. ЦБ просто мимикрирует под государство. А на самом деле это отдельный организм-паразит, который душит российскую экономику. В общем, по неизвестной причине Совет директоров Центрального банка решил изображать на монетах и на новых купюрах России герб России. Я предположу, что это для усыпления граждан. Мол, все нормально, банк российский, не переживайте. Вот это, думаю, основная причина. А в чем же вообще проблема для граждан России? Проблема в том, что наш Центральный банк из-за отсутствия национальных институтов, которые запрещены 13-й статьей Конституции и которые бы разрабатывали стратегию развития страной, управляется международными спецучреждениями типа Международного валютного фонда. И рекомендации МВФ обязательны в соответствии с 15-й статьей Конституции. И так как нашим банком управляет геополитический противник, естественно, это он делает в свою пользу, привязав эмиссию рубля к своей валюте. Такая работа Центрального банка называется Currency Board, придуманная англичанами для своих колоний. Центральный банк строго выполняет рекомендации Международного валютного фонда, вследствие чего Россия лишена собственных денег. Мы отказались от эмиссии кредитных ресурсов и перешли на любимую для МВФ модель валютного управления, то есть Центральный банк создает денег столько, сколько у нас валютных резервов, даже чуть меньше. Когда вам не дают создавать кредит и привязывают создание денег к покупке валюты метрополии, в данном случае США и Европы, то экономика идет туда, откуда приходят деньги. То есть, отказавшись от управления деньгами, как кредитными ресурсами, мы лишили сами себя внутренних источников кредита, соответственно, лишили себя возможности самим финансировать инвестиции и подчинили развитие нашей экономики внешним центрам силы. Что же нужно, чтобы жизнь в России наладилась? Тут я ничего не придумываю, а просто транслирую слова ученых типа Глазева и Катасонова. Нам нужно изменить денежно-кредитную политику Центрального банка. Это главное. Нужно, чтобы денег печаталось столько, сколько нужно экономике, и под 0%. Чтобы выпуск денег был в результате рефинансирования коммерческих банков или под долги государству, как, например, в США и Евросоюзе, а не с привязкой к доллару, как сейчас. И ключевая ставка сейчас 6,25. Да, она последнее время снижается, но это толком ничего не значит для российской экономики. Во-первых, если не будет рефинансирования, то без разницы какая ключевая ставка, хоть 0. Во-вторых, до 2014 года она тоже падала, а потом взлетела до 17%, когда тем временем нужно было ее снижать. И тем самым за очень короткий срок Россия утратила все, что добивалась многие годы. Я понимаю, что это мало понятные вещи для простого человека. Если вам интересна эта тема, то просто посмотрите интервью Катасонова и Глазева. Суть в том, что наш Центральный банк просто душит российскую экономику, не давая денег. Россия занимает 1/7 часть суши, имеет огромный ресурсный и человеческий потенциал. У нас есть все, что нужно для развития, кроме самого простого – денег. Для государства это вообще проще простого – напечатать. Советский Союз печатал столько, сколько надо. Сейчас Китай и так называемые развитые страны печатают столько, сколько нужно их экономике. А Россия печатает столько денег, сколько долларов и евро в резерве, которые попали туда в результате продажи наших ресурсов, нефти, газа. И если наш Центральный банк, так сказать, национализировать, то в экономику хлынут триллионы рублей. Рост ВВП будет не 1,2%, а около 8% в год. Появится национальный бизнес, средний класс, рабочие места и, соответственно, многократный рост зарплат. И это все реально, это все уже просчитано Российской академией наук. Вот если мы перейдем на такую стратегию развития, то мы, как показывают расчеты, способны вывести экономику на 8% роста валового продукта в год. Не 2-3 или 1-2, как сегодня нам рисует в Министерстве экономики, а 8% и больше даже.
Нужно только изменить систему. У нас сейчас колониальная система. Россия часть, провинция однополярного американского мира. И постепенно Россия движется к своему краху. Это очевидные вещи, которые нельзя отрицать. Рост экономики 1,2% в год, при среднемировом 3,2%. Это значит, что Россия относительно всего мира с каждым годом отстает и падает. Так что выхода нет, нужно менять систему. А иначе будет дальнейшее раздробление страны. А если будет дальнейшее раздробление, то 100% будут войны. Российская империя раздробилась – войны. СССР раздробился – войны. Украина раздробилась – войны. Россия раздробится. Подумайте сами, все ли республики будут согласны, что им достанется в результате распада? Поэтому сразу возникли болевые точки. Они сейчас еще между республиками бывшими Советского Союза имеют место быть. И даже внутри Российской Федерации. 2000 таких точек. Стоит только отпустить на секунду. Мало не покажется. Сейчас во многих регионах растут сепаратистские настроения, и Россия держится только как на стержне на одном человеке. Вы хоть как относитесь к Путину, но даже его враги говорят, когда Путин уйдет, будет война элит, будет война за власть. Путин своим авторитетом просто сдерживает все это. А весь этот негатив в стране из-за того, что у России нет целей, идеи, люди и чиновники не знают, куда стремиться, нет задачи, потому что Россия колониальная страна. И иметь собственные задачи запрещено основным законом Конституции. В общем, у нас два варианта. Либо меняем систему и живем и процветаем в сильном стабильном государстве с высоким жизненным уровнем и зарплатами, либо закат русской цивилизации. Что делать прямо сейчас, я многократно говорил. Нам, простым гражданам, нужно создавать общественное мнение и на данном этапе требовать референдум по изменению колониальной конституции. Подробно об этом я многократно говорил в других роликах на своем канале. Переходите на канал и смотрите. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Также обязательно вступайте в мои группы в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте. А пока на этом все. Счастливо!